Добрый день, дорогие подписчики. В этом ролике я решил предложить вам новый формат. Закадровый комментарий. Прошу вас оценить данный формат в виде комментария под этим видео. Ведь мне очень важно знать ваше мнение для улучшения качества своих роликов. Всем спасибо за внимание. Давайте начнем. Сегодня я хочу поделиться с вами личным опытом монтажа ветрозащитных плит Белтерма на стены каркасной бани. В этом видео я не буду давать уроков, советов, как делать, ведь я сам это делаю в первый раз. Давайте начнем. Прежде чем приступить к монтажу, я подготовил все необходимые материалы и инструменты. Для разметки использовал уголок Свенсона, а для организации дополнительной опоры листа МДВП при его распиле установил струбцину. Также оказалась полезной моя аккумуляторная циркулярная пила из-за ее легкости и мобильности. С ней легко подойти туда, отпилить там, отойти, положить. Как провод не сковывает никаких движений, очень удобно, рекомендую. Для более тяжелых задач я использовал обычную циркулярную пилу. Для крепления плит выбрал кровельные гвозди с большой шляпкой. Но для разметки и измерений были нужны маркер, молоток, рулетка длиной 8 метров. Ну и, конечно же, стремянка для работы на высоте. Вот такой набор инструментов, в принципе, и материалов я использовал для монтажа плит Белтерм. Позвольте мне рассказать вам о самой плите МДВП. Это ветрозащитный материал с размерами 25 на 590 на 2490 мм из кромка шип-паз. Эффективно перекрывает мостики холода. Она состоит из древесно-волокнистой плиты, которая обладает отличной влагостойкостью и эффективной шумоизоляцией. Ее природа напоминает войлок, позволяет сохранять тепло и сухость, подобно валенкам. Белтерма является экологически чистым материалом, как елка в лесу. Он предназначен для обшивки наружных стен, перекрытий, кровли, в качестве ветрозащитного и паропроницаемого утепляемого слоя каркасной конструкции. Также он может использоваться для звукоизоляции жилых помещений и мансарды. Важно заметить, на кровле рекомендуется дополнительная гидрозащита. При обшивке внутренних перегородок плита Белтерма может заменить минеральную вату и пароизоляцию. По крайней мере, такая информация указана в интернете. Но применение такое я, к сожалению, пока еще не видел на практике. Но также позволяет сократить толщину конструкции в целом. Этот материал применяется при новом строительстве, реконструкции и утеплении деревянных домов. Плюсы Белтерма можно отметить их легкий вес, что упрощает монтаж, а из минусов их мягкость, что иногда создает большие проблемы при перемещении. После подготовки материалов и инструментов начинается сам процесс монтажа плиты. Первым шагом я провел необходимую разметку на самой плите с помощью уголка Свенсона. Затем я закрепил струбцину на месте, чтобы организовать дополнительную опору для листа МДВП во время его распила, так как у меня нет определенного места для таких действий. Затем начался сам монтаж. Я установил первую плиту в соответствии с разметкой, крепил ее к стене с помощью кровельных гвоздей с большой шляпкой. Важно убедиться, что первый ряд самой плиты идет по уровню, ведь от первого ряда зависят и все остальные. Если будет уклон небольшой, то сверху уже может быть большая щель, поэтому рекомендую работать с уровнем. Также нужно убедиться, что плита сама плотно прилегает к стойкам стены и не образует зазоров. Далее я продолжу устанавливать остальные плиты по всей площади стен. При необходимости я использую циркулярную пилу для осуществления распила. По мере продвижения вперед я закрепил следующие плиты, обеспечивая их надежную фиксацию к стене. В конце концов, все плиты на ДВП были успешно установлены, и я закончил монтаж.
Мой опыт работы с МДВП был положительный. Легкий вес материала и легкость монтажа позволяет одному человеку справиться с этой несложной задачей. Кроме того, плиты МДВП обладают отличными характеристиками, обеспечивая ветрозащиту и утепление, и звукоизоляцию. Плюс это их экологическая чистота, что делает их привлекательным при выборе материала для строительства.
В заключение, я надеюсь, что мой опыт монтажа плиты МДВП на стены каркасной бани был для вас полезным и информативным. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, а может быть даже рекомендации, пожалуйста, оставляйте их ниже. Спасибо за просмотр и прошу вас подписаться на канал. Также прошу прокомментировать, как вам такой формат видео, понравился или не понравился. Вот внутри бани. Окно частично открытое. Вот такого размера будет окно. Приличное, конечно. Приличное. Пол у меня не закрыт. Только вот решеточка. Только решеточка у меня уложена. И все. Доски под баней. Ну, вроде бы их даже особо это не задевает снегом. Практически. Вот такое окошечко будет. Вот маленькие кусочки осталось установить, и красота будет. Все будет закончено. Ну, как говорится, по чуть-чуть, потихонечку. Вот здесь два окошка будет 50 на 50. Здесь с одной стороны будет помывочная. С какой стороны, я еще, конечно, не знаю. Вот здесь вот с одной стороны будет помывочная, с другой стороны будет непосредственно сама банька. Вот. Помещения, конечно, небольшие. Вот. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Вот. Ну и, соответственно, комната 4 на 4 будет. Вот. Комнатка здесь будет 4 на 4. Два окна будет. Одно 1800 на 1200. Второе 1200 на 1200. Что на втором этаже буду делать, пока не знаю. Пока думаю. Стены высокие, в принципе, можно что-то придумать, сообразить. Ну, не второй этаж, конечно, но какой-нибудь, что-нибудь, короче говоря, можно придумать. Пока просто не до этого, не хочется мне пока на этот счет думать, мне еще до внутрянки далеко. Вот. Если захочу доски положить, то мне вот сюда, вот этой вот горизонтальной доски, толщины ее хватит положить доски и даже для пола второго этажа. Ну, конечно, второй этаж я делать не буду. Но что-то вот может быть похожее, подобное. То есть, ну, не второй этаж, но что-то вот, не знаю, что-нибудь. Может, чердак, может, еще что-то. Пока не знаю. Сначала думал в потолок сделать потолок, в крышу потолок, точнее, сделать. Ну, что-то думаю, высоковато. Отапливать замучаюсь, это такой домик. Вот. Ну, конечно, здесь вот даже вот я сейчас зимой зашел, здесь не отапливается, пол продувается. Но все равно здесь даже вот, ну, теплее, конечно, чем на улице. Отделана Белтермо. Стена. Шипас. 2,5 сантиметра, по-моему. Если я не ошибаюсь. Или что-то не путаю. Листья как-то надо будет, конечно, отсюда выгребать. С решетки. С сетки. Ну, потихонечку. В следующем году будет чем заняться, как говорится. Скучать точно не буду. Вон доски обработаю. Что-то доска немножко посинела. Надо будет досочки еще пробежаться, пройтись химией. Потому что что-то, видимо, не все обработанное попалось. Вот. Может, хлорочкой сначала обработаю, а потом уже каким-нибудь по дереву антисептиком. Ну, как-то вот, собственно, вот так. Ничего для вас, наверное, интересного нету. Для меня, конечно же, есть. Потому что я строю для себя, как говорится. Поэтому, конечно, мне все интересно, что связано с тем, что для меня. А вот из бани выходишь,
И вот такая красота. Вот прям, вот дверь. Вот из бани вышел. У меня здесь будет, как вы видите, терраса. Вот. Или веранда, пока не знаю, чем они отличаются друг от друга. Вот. Ну, с таким вот прекрасным видом, конечно, сбоку. Вот у меня вот так вот, практически в круг лес. Здесь елки прям вот на выходе. Вот. Вот у меня стена. И вот поднимаем голову. И вот такая вот красота. Вот. Единственное, вот эта береза, конечно, меня поднапрягает тоже. Здоровая, старая. Сам повалить не смогу. Скорее всего, придется специалистов каких-нибудь вызывать. Они стоят кучу денег. И вот здесь вот, возле баньки прям. И вот тоже. И вот, пожалуйста. Вот дубик. Вон он стоит. Вот он, дубик. Кто не знает, мало ли. Такие вот у него раскидистые ветки. Очень красиво. Конечно, летом, когда цветет, смотрится вообще шик. Сейчас попробую обойти баньку. Покажу, как за баней. Ну, собственно, за баней не менее красиво. Вот. Толщина снега, конечно, на крыше. Сколько сантиметров? Вот. Не знаю. Ну, 20 точно есть. Вот в самом толстом месте точно 30 даже есть. Ох, ну, походу, с крыши не съезжает снег. Ну, а в принципе, с какого перепугу он будет съезжать, если его не топят? Он же съезжает, наверное, от перепада температур. Тепло-холод. Когда сверху подтапливают. Вот. Но я надеюсь, с ней ничего не произойдет. Вот у меня так она снизу сделана. Вид снизу крыши. Ой, красота. Но любоваться не могу. Как говорится, занялся и влюбился в свое дело. А когда вначале смотрел, я просто был в шоке от того, сколько мне всего предстоит сделать. Даже начиная вот с этой вип-зоны. Потому что, конечно, это уже не дело. Либо чем-то обработать и покрыть, и сверху крышу человеческую сделать, дверь поставить по-человечески, выровнять его, потому что он стоит неровно. Вот, как-то обшить красиво, сделать. Не знаю. Будем думать. Ну, как времянка, он, слава богу, очень даже неплох. Как говорится, посидеть, подумать можно. Вот. Вот этот домик, конечно же, под снос. Тут, к сожалению, не спасешь. Да и этот, наверное, под снос, потому что тоже не спасешь. Потому что все равно лет 5-10 еще. Даже какой 5-10? Я думаю, года 4, и он полностью опустится на землю. Стоит он на кирпичиках, не кирпичиках, а на блоках. Они уходят. У меня земля, грунт у меня торф. Соответственно, торф, он мягкий. И он уходит, он просто его поглощает. Дом уже стоит под уклоном. Но пока вот в нем я ночую. Даже вот сегодня ночью я переночевал здесь. Он без печки, это отопление электрическое. Но до минус 10 как бы в нем выжить можно. Но уже в одежде. Вот. Вон розы торчат, яблонька моя. Крупная яблоня вон та погибла. Не знаю, какая-то ерунда ее изнутри съела. Не знаю, что-то стрёмное. Может, стеклянница, может, еще что-то. Ну, такая вот лепота. Моя камера висит онлайн. Очень классно снимает. Если кому-то интересно будет, я могу и видео, в принципе. Но, правда, в этом году, наверное, уже не получится видео с нее выложить, если кто-то попросит. Потому что сейчас я ее, не знаю, может быть, отключу на зиму, чтобы электричество не гонять, так сказать. Потому что хранять все равно пока нечего здесь. Вот эти два домика, если их вынесут отсюда, я спасибо еще скажу. Вот, поэтому не знаю.
Ой, красота, не могу. Зимой, конечно, здесь вообще здесь по-другому. Вообще по-другому. Тоже красиво. Еще даже, наверное, более красиво, чем летом. Ой, красота. Всего вам доброго. Спасибо за просмотр.